Что если самая страшная находка в пустыне — это не скелет и не метеорит, а целый город, который кто-то намеренно засыпал песком тысячи лет назад? В 98-м под барханами Сахары спутники зафиксировали улицы, площади и стены построек размером с современный мегаполис. И это лишь одна из 10 находок, которые заставили ученых усомниться в том, что они вообще понимают историю человечества. Одна из них оказалась настолько неудобной для науки, что результаты раскопок засекретили на 7 лет. Начнем с города, который не должен был существовать. В 2005-м египетские геологи бурили скважину в Ливийской пустыне и наткнулись на металлический слой на глубине 4 метров. Ни руда, ни порода. Чистый металл правильной формы, уходящий горизонтально в обе стороны от точки бурения. Когда фрагмент подняли на поверхность и отправили в лабораторию Каирского университета, анализ показал состав, которого не существует в природе. Сплав железа, иридия и осмия в пропорциях, которые невозможно получить без высокотемпературной плавки. Иридий и осмий – самые твердые металлы на Земле. Их природные месторождения расположены исключительно в Южной Африке и Южной Америке. В Ливийской пустыне их не было никогда. Возраст образца по изотопному анализу составил около 5000 лет, плюс-минус 200 лет погрешно. Это означало, что кто-то 5000 лет назад не только добыл эти металлы за тысячи километров от места находки, но и создал технологию их соединения, которую современная металлургия освоила только в 20 веке. Геологи расширили раскопки. Металлический пласт тянулся на 80 метров в длину и достигал ширины 3 метров. По форме это была не случайная масса, прямоугольная плита с ровными краями и несколькими отверстиями правильной круглой формы диаметром ровно 12 сантиметров каждый. Местные жители из ближайшего поселка Аль-Куфра рассказали, что их деды находили в этом районе фрагменты небесного железа и использовали их для изготовления ножей. Металл резал камень без заточки. Немецкий металлург Клаус Рейнхард, приглашенный для независимой экспертизы, провел в лагере 3 недели. В своем отчете он написал одну фразу, которую потом цитировали все: «Я не знаю процесса, которым это могло быть создано». Рейнхард предложил единственную версию, которая хоть как-то объясняла состав: удар метеорита, содержащего иридий, в железосодержащую породу при температуре выше 5000 градусов. Но против этой версии говорила форма плиты. Метеоритный удар не создает прямоугольников с ровными краями и одинаковыми отверстиями. В 2006 году раскопки заморозили. Официальная причина — нехватка финансирования. Неофициально 2 участников экспедиции рассказали журналу New Scientist, что египетское министерство по делам древностей получило запрос из неназванной структуры с просьбой ограничить публичный доступ к материалам исследований. Все образцы перевезли в хранилище в Александрии. Координаты точной локации убрали из открытых баз данных. Параллельно выяснилось, что похожие находки фиксировались раньше. В 1938-м немецкая геологическая экспедиция в Алжире описала металлическую аномалию в районе Тассилин-Аджер, том самом плато, где на скалах нарисованы существа в скафандрах. Отчет экспедиции осел в архивах и всплыл только в 1991-м, когда французские исследователи разбирали трофейные немецкие документы. В 1938-м образцы не брали. Экспедиция работала по другому профилю. Что именно лежит под песком Ливийской пустыни, никто официально не отвечает. Плита до сих пор там. Скважина засыпана. А сплав, из которого она сделана, используется сегодня в производстве наконечников для буровых установок, потому что тверже него в природе почти ничего нет. В 1997-м спутник наблюдения засек в Руб-эль-Хали, пустом квартале на юге Аравийского полуострова, цепочку вдавленностей, уходящую прямо на север на расстояние 240 километров. Вдавленности располагались попарно на одинаковом расстоянии друг от друга. Ровно 2 метра 20 сантиметров между парами. Шаг, человеческий шаг, только в 3 раза длиннее нормального. Саудовская геологическая служба отправила наземную группу. На месте обнаружили отпечатки глубиной от 8 до 12 сантиметров в спекшемся песчанике. Порода в этом районе затвердела около 10 тысяч лет назад. Тогда климат здесь был другим, шли дожди, и поверхность была достаточно мягкой, чтобы принять отпечаток. Форма следа не совпадала с человеческой стопой. 3 широких пальца спереди, выраженный пяточный упор, общая длина 51 сантиметр. Никакой известной науке крупной прямоходящей особи с такими параметрами в этом регионе 10 тысяч лет назад не существовало. Британский палеонтолог Джеффри Маркс, специализирующийся на следах мегафауны, изучил слепки. Давление на породу в момент отпечатка он оценил в нагрузку от существа весом не менее 400 килограммов. При этом следы были прямоходящими. Никаких отпечатков передних конечностей ряд. Существо шло вертикально, двигалось равномерно, без остановок на протяжении 240 километров. Маркс опубликовал предварительный отчет в журнале Quaternary Science Reviews в 1999-м, после чего тема затихла. Следующей публикации по этому объекту в рецензируемых изданиях не появилось. Местные бедуины из племени Аль-Мурра знают это место. Они называют цепочку следов дорогой Амира пустыни и обходят ее стороной. Старейшина племени рассказал сотруднику Саудовского университета короля Фейсала
Фейсала, что его дед видел похожие следы в другом месте пустыни, свежие после ночного песчаного бури, когда верхний слой сдуло и обнажило более старый. Это было в 32-м. Дед решил, что это следы джинна, и не стал приближаться. Параллельно с аравийскими следами в 2003-м в пустыне Такла-Макан в Китае нашли цепочку аналогичной морфологии. 3 пальца, пяточный упор, длина следа 48 сантиметров. Китайские исследователи из Синьцзянского института археологии сравнили оба случая. Совпадение по форме составило 92%. Расстояние между двумя пустынями около 5000 километров. Возраст китайских следов от 8 до 12 тысяч лет. То есть примерно тот же период. Ни в Аравии, ни в Такла-Макан рядом со следами не нашли костей, орудий, стоянок или каких-либо других признаков присутствия живого существа. Только следы, уходящие в одном направлении, и больше ничего. Существо не останавливалось, не меняло курс, не оставило ничего, кроме отпечатков в затвердевшем грунте. Куда оно шло и откуда пришло, цепочка обрывается с обеих сторон там, где порода сменяется рыхлым песком, который не сохраняет следов. В 2009-м саудовское правительство закрыло район нахождения следов для посещения, включив его в периметр закрытой военной зоны. Официальная причина не объявлялась. Слепки, снятые в 97-м, хранятся в университете короля Фейсала, но запросы на их изучение иностранными специалистами с 2010-го не удовлетворялись ни разу. В 2012-м марокканские рабочие прокладывали дорогу через плато Драа на юге страны и взорвали скальный выступ. Когда пыль осела, один из рабочих увидел в расколотой породе что-то, что двигалось. Не насекомое, не ящерица. Внутри монолитного известняка в полости размером с кулак находился живой скорпион. Порода вокруг полости датировалась лабораторией университета Мухаммеда V в Рабате возрастом около 300 тысяч лет. Это не опечатка. 300 тысяч лет — средний палеолит. Время, когда на этой территории не было ни дорог, ни людей в современном понимании. Скорпион был живым, реагировал на свет и движение, укусил одного из рабочих. Биологи из Рабата, прибывшие на место в течение суток, идентифицировали его как вид Androctonus mauritanicus. Обычный марокканский толстохвостый скорпион, широко распространенный в регионе сегодня. Проблема состояла в следующем. Внутри полости не было ни воздуха, ни воды, ни пищи. Порода была монолитной. Никаких трещин или каналов, через которые могло поступать что-либо снаружи. Скорпион находился в состоянии, которое биологи описали как активный анабиоз, замедленный метаболизм, но не полная остановка жизнедеятельности. После излечения он начал двигаться в течение нескольких минут и прожил в лабораторных условиях еще 8 месяцев, после чего погиб по причинам, не связанным с заточением. Французский биолог Пьер Моро, специалист по арахнидам, провел полный анализ животного. Генетический скорпион был идентичен современным особям своего вида. Никаких отличий, никаких признаков эволюционных изменений за 300 тысяч лет. Это само по себе аномалия. За такой период любая популяция накапливает заметные генетические отклонения. Мор написал в своем отчете, что у него нет объяснения ни факту выживания, ни факту генетической идентичности. Параллельно выяснилось, что подобные случаи фиксировались и раньше, просто не получали широкой огласки. В 18 веке британский натуралист Эдвард Ллойд описал живую жабу, найденную внутри куска угля на шахте в Уэльсе. В 1852-м шотландский каменщик извлек живого тритона из куска песчаника при строительстве форта в Эдинбурге. Оба случая были задокументированы, оба вызвали споры и оба были в итоге списаны на ошибку наблюдения. Животные якобы просто забрались в уже существующие трещины, но в марокканском случае трещин не было. Порода была вскрыта взрывом и полость образовалась в момент разлома. В 2013-м место раскопок осмотрела международная группа геологов. Они взяли образцы породы из непосредственного окружения полости и подтвердили датировку от 250 до 320 тысяч лет. Никто из группы не предложил версию, которая объясняла бы нахождение живого современного существа внутри породы такого возраста. Итоговый протокол осмотра содержал единственный вывод: феномен требует дальнейшего изучения. Дальнейшего изучения не последовало. Скальный выступ, из которого извлекли скорпиона, был полностью уничтожен при продолжении дорожных работ. Образцы породы хранятся в Рабате. Скорпион был заморожен после гибели и также передан в университетскую коллекцию. Дорога через плато Драа открылась для движения в 2014 и сегодня используется как обычная региональная трасса. В 2008-м геофизическая станция в алжирском городе Таман-Расет зафиксировала сигнал, идущий из-под земли с глубины около 4 километров. Ни сейсмический толчок, ни тектонический шум, повторяющийся импульс с интервалом ровно 17 секунд, одинаковой амплитуды, одинаковой частоты. 2,4 Гц. Сигнал шел непрерывно в течение 23 дней, затем прекратился так же внезапно, как начал. Алжирский центр сейсмических исследований переслал запись в Страсбургский университет, где работает одна из лучших в мире лабораторий геофизического
геологического анализа. Французские специалисты исключили все природные источники по очереди. Вулканическая активность в регионе отсутствует, грунтовые воды на такой глубине в этом районе не зафиксированы, ближайший тектонический разлом находится в 180 километрах от точки источника. Равномерный интервал в 17 секунд исключал природное происхождение автоматически. Природные процессы не производят метрономически точных повторений. Источник сигнала триангулировали по 3 станциям и определили с точностью до 500 метров. Точка находилась под барханами в 120 километрах к северо-востоку от Таманрасета, в районе, где нет никакой инфраструктуры. Ни трубопроводов, ни кабелей, ни буровых установок. Ближайший населенный пункт — брошенный берберский поселок в 40 километрах, покинутый в 70. Алжирское министерство энергетики направило в район мобильную геофизическую группу. Наземные измерения подтвердили, источник находится на глубине от 3800 до 4200 метров. Пробурить скважину на такую глубину в полевых условиях группа не могла. Это требует стационарного оборудования и нескольких месяцев работы. Группа сняла показания, установила 3 дополнительных датчика и вернулась в Таманрасет. Датчики записали еще один цикл сигнала, через 14 месяцев после первого. Снова 23 дня, снова 17 секунд, снова 2,4 Гц. Итальянский геофизик Лука Феррари, изучивший обе записи, опубликовал в 2011-м короткую статью в Geophysical Research Letter. Он указал, что единственный известный ему искусственный процесс, способный генерировать подобный сигнал на такой глубине, это работа механического устройства с жестко заданным циклом. Редакция журнала сопроводила статью пометкой «Дискуссионный материал». Через 3 месяца после публикации Феррари получил запрос от алжирской стороны с просьбой не распространять исходные файлы записей до завершения официального расследования. Исходники он передал, публичного расследования объявлено не было. В 2015-м независимый американский геолог Брайан Хоффман попытался получить разрешение на экспедицию в район источника. Алжирские власти отказали, сославшись на то, что территория входит в зону ограниченного доступа в связи с геолого-разведочными работами. Никаких геолого-разведочных работ в открытых реестрах концессий на этом участке зафиксировано не было. Датчики, установленные в 2008-м, перестали выходить на связь в 2013-м, предположительно ТРУАШ из-за разряда батарей. Новые датчики в районе никто не устанавливал. Сигнал с тех пор не фиксировался ни одной из ближайших станций, но ближайшая из них находится в 140 километрах, и ее чувствительности может просто не хватать. Что именно находится на глубине 4 километров под алжирскими барханами, официально неизвестно никому, кто готов об этом говорить. В 2006-м американский спутник радарного зондирования СРТМ передал снимки центральной части пустыни Руб-эль-Хали, на которых проявились контуры, невидимые с поверхности. Под слоем песка толщиной от 2 до 5 метров радар зафиксировал геометрические структуры, прямые линии, пересекающиеся под прямым углом, замкнутые прямоугольные контуры и круговые формы диаметром от 20 до 110 метров. Площадь аномальной зоны составила около 800 квадратных километров. Снимки попали к Джулии Эббот, археологу из Университета Аризоны, специализирующемуся на дистанционном зондировании древних поселений. Эббот сравнила контуры с известными планировками городов бронзового века и обнаружила совпадение с планировкой Мохенджо-Даро, городом цивилизации долины Инда, существовавшим около 4500 лет назад. Та же сетка улиц, те же пропорции кварталов, та же система круговых структур на пересечениях главных магистралей. Проблема в датировке. Геологический анализ песчаного покрова над структурами дал возраст от 12 до 15 тысяч лет, то есть структуры были засыпаны в конце последнего ледникового периода. Это на 8-10 тысяч лет раньше, чем появились первые известные городские цивилизации на Земле. Либо датировка ошибочна, либо под аравийскими песками лежит город, который не вписывается ни в одну принятую историческую хронологию. Наземная экспедиция добралась до района в 2008-м. Бурение в 3 контрольных точках подтвердило наличие твердых структур под песком. В первой точке бур уперся в каменную кладку на глубине 3 метров 20 сантиметров. Образец кладки подняли на поверхность, обтесанный песчаник со следами обработки инструмента. Термолюминесцентный анализ камня показал, что последний раз он нагревался на солнце около 13 тысяч лет назад. То есть именно тогда, когда был уложен, до того, как его засыпало песком. Во второй контрольной точке бур прошел сквозь пустоту на глубине 4,5 метров. Камеру или помещение с воздушным пространством внутри. Размер пустоты по сопротивлению бура оценили примерно в 5 на 8 метров. Внутрь не спускались, экспедиция не имела оборудования для работы в подземных полостях. В третьей точке бур извлек фрагмент керамики, обожженной глины с рельефным орнаментом в виде повторяющихся треугольников. Таких орнаментов в базах данных известной керамики этого региона и этого периода не существовало. Оманский историк Салим Аль-Хамдани, участвовавший в экспедиции, указал на важную деталь. Арабские средневековые географы 9-10 веков упоминали в своих трудах легендарный город Ирам.
который Коран называет городом столпов, и который был якобы поглощен песком как наказание. Координаты из средневековых описаний при пересчете на современные карты указывали в район, где радар зафиксировал структуры с погрешностью около 100 километров. В 2009-м финансирование экспедиции прекратилось. Саудовская сторона не выдала разрешения на продолжение работ, сославшись на то, что район входит в зону интересов национальной нефтяной компании. Керамический фрагмент и образец кладки находятся в университете Аризоны. Радарные снимки опубликованы в открытом доступе, но полный массив данных зондирования засекречен как собственность американского военного ведомства, которое финансировало спутниковую программу. 800 квадратных километров структур под аравийским песком ждут, пока кто-нибудь получит разрешение туда вернуться. В 2014-м тунисский пастух Юсеф бен Салах погнал стадо в сторону скального массива Джебель-Сарх на западе страны и увидел на вертикальной поверхности скалы темно-бурые потеки, которых не было неделю назад. Он решил, что это следы дождя, хотя дождей не было. Подойдя ближе, он почувствовал запах, характерный железистый запах крови. Поверхность скалы на участке около 12 квадратных метров была покрыта органическим веществом, которое сочилось прямо из камня. Тунисский институт наследия взял образцы в течение 3 дней после сообщения. Лабораторный анализ показал, органическое вещество содержит гемоглобин, фибрин и фрагменты клеточных мембран. Проще говоря, это была кровь. Не животное, которое разбилось о скалу, не птица, не следы охоты. Вещество выступало изнутри породы равномерно по всей площади участка, без внешнего источника. Скала в этом месте — монолитный известняк без трещин и пор, достаточно крупных для проникновения жидкости снаружи. Генетический анализ крови дал результат, который лаборатория в Тунисе отправила на перепроверку в Марсельский университет. Ответ из Марселя совпал с тунисским. ДНК в образце принадлежит примату, но не соответствует ни одному из известных видов в базе данных. Совпадение с геномом современного человека составило 87%. Достаточно близко, чтобы исключить большинство нечеловекообразных обезьян, но недостаточно для идентификации как Homo sapiens. Для сравнения, геном неандертальца совпадает с человеческим на 99,7%. Французский антрополог Клер Дюбуа, изучавшая образцы, предложила версию. Кровь могла принадлежать неизвестному виду гоминида, останки которого до сих пор не найдены. Возраст органического вещества по радиоуглеродному анализу составил около 8 тысяч лет. Это означало, что кровь каким-то образом сохранялась внутри известняка 8 тысяч лет, не разлагаясь, и начала выступать на поверхность только сейчас. Механизма такой консервации в научной литературе описано не было. Местные жители из деревни Хаммам-Бургиба в 12 километрах от скалы рассказали, что массив Джебель-Сарх имеет дурную репутацию несколько поколений подряд. Скот, зашедший в его тень в определенные дни, возвращался беспокойным и отказывался есть. 2 мужчин из деревни, ночевавших у подножия скал в 80-х, вернулись с носовыми кровотечениями, которые не останавливались несколько часов. Местный врач списал это на резкий перепад давления в горах. В 2015-м явление повторилось. Кровяные потеки появились снова на том же участке, но уже после 3 месяцев отсутствия. На этот раз площадь увеличилась до 28 квадратных метров. Итальянская геологическая группа, работавшая в Тунисе по другому проекту, осмотрела скалу и взяла образцы пород. Внутри известняка на глубине около 30 сантиметров от поверхности они обнаружили включение темного органического материала. Не окаменелость, не уголь, а именно органику в сохранившемся виде. Скала буквально содержала внутри себя биологический материал неизвестного происхождения. Тунисское министерство культуры огородило участок и установило запрет на посещение, объяснив это необходимостью сохранения объекта. Публичных отчетов по итальянским образцам опубликовано не было. Пастух Юсеф бен Салах продал стадо и переехал в Тунис через полгода после своей находки, отказываясь обсуждать причины с местными журналистами. В 1993-м иранские нефтяники бурили разведочную скважину в пустыне Дэште-Кевир, самой суровой солончаковой пустыне страны, и на глубине 270 метров бур намертво встал. Ни скальная порода, ни плотная глина. Бур уперся во что-то, что имело правильную геометрическую форму и не поддавалось сверлению стандартными коронками. Подняли инструмент. На конце бура остались царапины от контакта с материалом тверже базальта. Скважину расширили взрывным методом и опустили камеру. На мониторе появилось изображение металлической поверхности с правильными выпуклыми элементами. Что-то похожее на шестеренки или зубчатые колеса диаметром от 20 до 60 сантиметров, плотно подогнанные друг к другу. Поверхность была покрыта тонким слоем минеральных отложений, но сама структура оставалась нетронутой. Размер видимой части объекта по краям изображения уходил за пределы скважины в обе стороны. Тегеранский университет технологий направил группу инженеров.
Боковое бурение в 4 точках вокруг первой скважины показало, что объект имеет как минимум 8 метров в поперечнике. Это минимальная оценка, реальный размер мог быть больше. Металлургический анализ стружки, оставшийся на буровом инструменте, выявил сплав на основе железа с добавлением ванадия и молибдена. Именно такие сплавы используются в современном машиностроении для деталей, работающих под высокими нагрузками и температурами, подшипников, шестерен редукторов, элементов турбин. Возраст минеральных отложений на поверхности объекта определили в 25 тысяч лет. Это верхний палеолит. 25 тысяч лет назад на территории современного Ирана жили охотники-собиратели, не знавшие металлообработки. Первые известные изделия из железа появились около 3000 лет назад. Разрыв составлял более 20 тысяч лет. Немецкий инженер-металлург Ганс Краузе, приглашенный для независимой оценки в 95-м, изучил видеозапись с камеры и стружки. В своем заключении он написал, что зубчатые элементы на записи соответствуют по геометрии эвольвентному профилю, стандарту зубчатых передач, разработанному математически в 18 веке и применяемому во всех современных редукторах. Случайное возникновение эвольвентного профиля в природных процессах он исключил как невозможно. Иранское правительство засекретило материалы экспедиции в 96-м. Краузе рассказал о находке в интервью немецкому инженерному журналу в 2002-м. Это единственный публичный источник с конкретными техническими деталями. После публикации он получил официальное письмо от иранского посольства с просьбой воздержаться от дальнейших комментариев. Краузе больше к этой теме публично не возвращался. В 2007-м скважина была официально признана нерентабельной и закрыта. Цементный раствор залили сверху. Нефти в том районе так и не нашли, хотя именно за ней туда бурили. Объект на глубине 270 метров остался там, где был. Дэшта-Кевер – одна из наименее исследованных пустынь мира. Температура поверхности летом достигает 70 градусов, солончаковая корка проваливается под весом человека, и добраться до большинства точек в глубине пустыни без специального транспорта физически невозможно. Именно поэтому то, что там лежит, скорее всего, пролежит еще очень долго. В 2016-м геолог Рашид Умар выехал в одиночку в пустыню Тар на границе Индии и Пакистана для планового картирования грунтовых аномалий. На третий день он прислал коллегам в Карачи координаты точки, которую описал как вертикальный провал идеально круглой формы, диаметр около 8 метров, глубина неизвестна. Луч фонаря дна не достигает. К сообщению прилагалась фотография. Идеально ровный круг в песчанике, края без сколов и осыпей, как будто высверленные промышленным инструментом. На следующий день Умар на связь не вышел. Через 4 дня поисковая группа нашла его лагерь в 300 метрах от провала. Палатка стояла, оборудование лежало на месте, еда оставалась нетронутой, Умара не было. Пакистанские власти провели поиск в радиусе 20 километров в течение 10 дней. Следов не нашли. Дело классифицировали как несчастный случай в труднодоступной местности. Провал огородили и оставили. Индийская геологическая служба запросила разрешение на обследование объекта. Граница проходит в 7 километрах, и индийская сторона имела законный научный интерес. Пакистан отказал. Тогда индийцы подняли спутниковые снимки района за последние 20 лет и обнаружили, что провал появился между съемками 2014 и 2015 года, то есть не существовал еще за год до того, как его нашел Умар. Новый провал, не древний геологический объект, свежий, образовавшийся за 12 месяцев. Геофизик из Делийского университета Прия Шарма проанализировала снимки и сравнила с базой данных карстовых провалов по всему миру. Карстовые воронки имеют характерную морфологию: неровные края, конусообразное углубление, осыпи по периметру. Провал в Таре не соответствовал ни одному из этих признаков. Идеально вертикальные стенки, ровный круговой контур. Такой профиль получается при механическом бурении, а не при обрушении грунта. Шарма опубликовала сравнительный анализ в 2018. В 2019 пакистанская группа все же спустила в провал измерительный трос с датчиком. На глубине 140 метров трос провалился в пустоту. Датчик перестал фиксировать стенки и ушел в бок. Это означало, что на глубине 140 метров вертикальный канал переходил в горизонтальную полость неизвестного размера. Температура на этой глубине оказалась на 12 градусов ниже, чем должна быть по геотермическому градиенту для данного региона. То есть аномально холодной. Датчик зафиксировал слабое магнитное поле, ориентированное горизонтально, что для естественных геологических структур нетипично. Трос опустили еще на 60 метров, до 200. На глубине 193 метров датчик зафиксировал источник инфракрасного излучения, тепловую точку размером около метра, неподвижную, с температурой плюс 41 градус. На фоне общей аномальной холодности полости этот источник выглядел как работающий механизм или живой организм. Через 7 минут после фиксации этого показания трос оборвался. Не перерезан, именно оборван, с характерной деформацией
деформации и разрыва под нагрузкой. Что создало нагрузку на стальной трос диаметром 12 мм на глубине почти 200 метров, группа объяснить не смогла. После обрыва троса работы остановили. Двое членов группы отказались продолжать и покинули лагерь в тот же день. Руководитель группы, инженер Фарид Хусейн, подал рапорт об увольнении через 2 недели после возвращения в Карачи, отказавшись давать комментарии прессе. Провал в пустыне Тар стоит огороженным с 2016 года. Рашида Умара не нашли до сих пор. Тепловая точка на глубине 193 метров больше не измерялась. Опускать новое оборудование никто не решил. Что именно образовало идеально круглый канал диаметром 8 метров в монолитном песчанике, официального ответа нет. Все 10 находок объединяет одно. В каждом случае официальное расследование останавливалось именно тогда, когда вопросы становились неудобны. Засекреченные образцы, закрытые территории, исчезнувшие отчеты, ученые, которые внезапно отказываются комментировать собственные открытия. Это не совпадение, это паттерн. В начале этого ролика был задан вопрос, что именно в пустыне испугало ученых настолько, что результаты скрывают. Ответ, который следует из всех 10 случаев. 1. Не сами находки, а то, что они означают в совокупности. Металлический сплав 5000-летней давности с составом, который современная металлургия освоила в 20 веке. Следы прямоходящего существа весом 400 килограммов, идентичные на 2 континентах с разницей в 5000 километров. Живой скорпион внутри монолитной породы возрастом 300 тысяч лет. Механический сигнал из-под 4 километров алжирского песка. Городские структуры под аравийскими барханами возрастом 13 тысяч лет. Кровь неизвестного примата внутри тунисского известняка. Зубчатый механизм с эвольвентным профилем на глубине 270 метров в иранской пустыне. И провал идеальной формы в пустыне Тар с тепловым источником на глубине почти 200 метров, который оборвал стальной трос. По отдельности, каждый из этих случаев можно объяснить ошибкой измерений, случайным совпадением или недостаточностью данных. Вместе они описывают картину, в которой история человеческой цивилизации либо значительно длиннее, чем принято считать, либо на Земле существовало нечто параллельно с человеком, о чем академическая наука предпочитает не высказываться вслух. Показательна судьба самих исследователей. Геолог Умар исчез. Металлург Краузе замолчал после письма из посольства. Геофизик Феррари получил запрет на распространение записи. Инженер Хусейн уволился через 2 недели после подъема оборванного троса. Ни один из них не был публично дискредитирован, ни одного не назвали лжецом. Их просто останавливали тихо, без скандала. Российский геофизик Андрей Соколов, изучавший алжирский сигнал по открытым данным в 2017-м, сформулировал это точнее всех. Наука не боится странных фактов. Наука боится странных фактов, которые не вписываются в финансирование следующего гранта. Его статья была отклонена 3 журналами подряд без объяснения причин. Так что, если вам тоже стало интересно, что же скрывают ученые и где еще могут прятаться загадки, загляните на наш сайт wideori.com. Там множество историй, которые не вписываются в привычные рамки. Ссылка в описании, и не переживайте, мы обещаем, что там не будет отчетов о грантах. Пустыни покрывают около трети суши Земли. Радарное зондирование с достаточным разрешением проведено примерно для 5% этой площади. Это означает, что 95% того, что может лежать под барханами Сахары, Аравии, Гоби, Такла-Макан и Намиб, не исследовано вообще. При том темпе засекречивания находок, который демонстрируют все 10 описанных случаев, вероятность того, что часть открытия уже сделана и просто не стала публичной, весьма высока. Город под песком, с которого начался этот список, до сих пор не раскопан. Спутниковые снимки 98 года с контурами улиц и площадей хранятся в архивах. Координаты известны, техника для раскопок существует. Не хватает только разрешения, которое никто не торопится выдавать. Это и есть ответ на вопрос изначала. Ученых пугает не то, что они нашли. Их пугает то, что они найдут, если продолжат копать.